В лето 1675 года у слияния рек Исеть и Арамилка был заложен Острог, самый южный форпост российского государства на границе с башкирскими землями – Арамильская слобода. По переписи 1681-83 годов в Арамильском остроге уже стояла деревянная церковь в честь Рождества Христова с пределом Николая Чудотворца. В 1709 году во время одного из нападений башкир эта церковь сгорела и была восстановлена в 1711 году. К 1711 году Острог уже располагал 2 рубленными башнями, пушками, конюшней, амбарами и деревянной церковью. Все рудознатцы, они все были из арамильцев. Казаки стояли вот этим острогом и обеспечивали безопасность, сам сбор налогов. К 1707 году Арамильская слобода включала в себя 24 населенных пункта. И именно на ее землях в 1703-1726 годах были основаны Уктусский, Елизаветинский, Верхесецкий, Екатеринбургский и Сысерский заводы, давшие в дальнейшем развитие уральских городов Ревды, Сысерти, Полевского, Мраморского, Первоуральска и Екатеринбурга. Арамильская слобода считалась одним из центров металлургии на Урале. Слава об арамильских кузнецах и железных дел мастерах ходила по всему Уралу и Прикамью. Русь окончательно перетекла через Урал-камень, как тогда говорили, укрепилась в Сибири, на Алтае, Красноярске и Якутске и стала осваивать южные басурманские степи. Здесь империи нужна была защита и надежная граница. Так, в 1801 году Исетское казачество было окончательно включено в Уральское казачье войско. Мы входим в Союз казаков России и зарубежья. Но территориально мы находимся на территории Оренбургского войска, соответственно, и взаимодействием и с Оренбургским войском, и исторические, и форма, и традиции, они Оренбургского казачьего войска. А когда в Арамиле начали выпускать газету «Арамильская слобода» и колонку «Краеведа», там вышли на архивные материалы, что, оказывается, здесь острог был, линия проходила, линия это, как раз государство наше, оно вот по реке Исеть шло по тем временам, и Исетское войско, оно охраняло эти границы с помощью вот этих острогов. Когда посмотрел гравюру этого острога, думаю, я воссоздам его. Я сам родился в Екатеринбурге и всегда честно считал, что вот освоение Урала, оно началось с Екатеринбурга. Вот когда основался Екатеринбург, и все заколосилось, закипело. Нет, оно не так, оказывается. За 50 лет до этого были уже вот эти остроги поставлены. История очень прошла большая с тех времен. И те же, кто родился в Арамиле, они ее не знали, эту историю. Мы ее даем, и до сих пор даже многие не посетили этот острог и не понимают, откуда здесь взяли казаки. Да? Хотя тогда откуда взялся Арамиль, потому что сначала появились казаки. 4 декабря 1864 года сотня уральских казаков под командованием Исаула Серова отправилась на разведку под Икану. К сотне были преданы 4 пушкаря с пушкой «Единорог», фельдшер, местный узбек-проводник и вьючные верблюды. Сотня на самом деле отправлялась на разведку, но навстречу к ним вышло 10-тысячное войско местного коканского правителя, который собирался отбить Ташкент, в то время находившийся под русским царем. Сотня сразу попала в окружение, утопая в снегу на открытом поле. Сотня укрылась за лошадьми и верблюдами, приняв бой. Вооруженные новыми шестилинейными винтовками и одной пушкой, они отбили 3 волны коканцев утром 6 декабря. По команде Исаула оставшиеся в живых казаки встали в каре и с боем стали пробиваться к своим. Уже в сумерках близ города уральцы увидели бегущих им навстречу солдат. Это был 2-й отряд
высланный комендантом Туркестана на помощь Иканской сотне. Серов вывел 54 человека. И в память об Иканском сражении Исаулом Хорошкиным была сложена песня «В степи широкой под Иканом». В степи широкой под Иканом нас окружил каканец злой, и 3 суток с басурманом у нас кипел кровавый бой. Мы отступали, он за нами толпами, тысячами он шел, он путь наш устилал, телами кровь струил на снежный дол. А казаки все решения принимали сообща, то есть это прообраз демократии, который был придуман тогда уже и практиковался довольно-таки успешно. То есть любое решение, знаковое для какой-то казачьей общины, могло быть принято только на кругу единогласным голосованием. То есть все 100% членов общины должны были проголосовать «за». Если хотя бы кто-то был не согласен, то есть решение не принималось. Сидели до тех пор, пока решение не будет единогласным. Чтобы впоследствии не было споров. Чем это объяснялось? Тем, что казаки, проголосовав за то, чтобы, допустим, пойти в поход, они никого после этого не могли винить в том, что их кто-то заставил. Кроме того, атамана выбирали они себе сами. То есть атаман является исполнительной властью. Соответственно, если казаки приняли решение на кругу идти в поход, и атаман сказал, выходим, допустим, 4 декабря, то есть никто из казаков не мог возражать ни против решения идти в поход, ни против решения атамана идти 4 декабря. Потому что ты сам за это проголосовал. Когда проводится круг, там есть сидят старики, они отдельно. Старики — это которые уже люди уважаемые в годах, которые активно не участвуют. Но они имеют право заблокировать любое решение атамана, скажем, если они по силу своего опыта и возраста понимают, что это будет, этим решением будет нанесен вред конкретному обществу. Заповеди казака. Казаки все равны в правах. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе. Держи слово, слово казака дорого. Погибай, а товарища выручай. Чти старших, уважай старость. Будь трудолюбив, не бездействуй, служи преданно своему народу, а не вождям. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. Береги свою семью, служи ей примером. Церковь и священство играли большую роль в жизни казака. Многие события казачьих традиций были привязаны к православным праздникам. Основные из почитаемых это был Покров Пресвятой Богородицы и Пасха. Соответственно, после Пасхи у нас через неделю есть такой праздник Антипасха называется, то есть в народе он назывался Красная Горка. Собственно, на Красную Горку казаки ставили один из основных кругов, и на Покров, собственно говоря. 2 основных круга на 2 самых почитаемых праздника. Когда рождался мальчик, ему в люльку ложили кинжал, чтобы, не осознавая, что это такое, у мальчика на уровне подсознания откладывалось, что эта вещь всегда должна быть рядом. Еще из традиций, относящихся к детям, практиковавшихся на многих территориях, где жили казаки, обряд инициации. Обряд назывался «посажение на коня». В этот день после причастия в храме крестный отец и родная мать садили ребенка на коня и обводили его вокруг храма.
Затем передавали малыша на руки отцу, говоря: «Был маменькин, стал папенькин сынок». Таким образом, мальчик был посвящен в казаки. Поэтому обычаю, к слову, еще гадали. То есть считалось, что если мальчик с коня покатится, значит убит будет. Если за гриву схватится, значит будет жив, значит конь его из боя вынесет. Война, война, гордая женцы женой. Казачья изба начиналась с печи, в которой готовили еду, а на самой печи спали дети. Посредине избы стоял стол. В левом углу был красный угол – божница. В правом углу размещалась кровать, покрытая байковым или сшитым из лоскутков одеялом. У кровати обязательно висела казачья справа и оружие хозяина, чтобы ночью, в момент тревоги, он мог быстро собраться. За столом рассаживались в определенном порядке. На почетном месте сидел глава семьи, а по краям – жена и дети. Пока жена выставляла еду на стол, дочь помогала матери. После того, как стол был накрыт, они молились. Затем глава семьи резал хлеб, и только потом принимались за еду. Территория станицы Арамильская Слобода – действующее казачье подразделение Исетской линии Оренбургского казачьего войска. Здесь проходят казачьи встречи и круги казачьего войскового подразделения, атаманом которого является Василий Николаевич Стародубцев, потомственный родовой казак. Он же, вместе со своей семьей, является основателем этого этнографического центра. Ой, за Уралом, за рекой, ой, там казая гулял. Ой, да не один казая гулял, да. Ой, да сотовая рещем. Ой, не один казак гулял, да, сотовая рещем. Ой, да что это товарищ, ой, да ой, да. Ой, да развороной добрая конь. Что товарищ ой, да, развороной добрая конь. Ой, да баранушка, да ну я.